Хо-хо-хо, ребята, вас ждет огромный по нашим меркам ролик по Elden Ring. Но озвучу его не я, Андрей Хайвер, а человек, которому наша огромность покажется скорее YouTube-шортсом. Сегодня FunPay передает микрофон автору 5-часовых разборов Elden Ring и Dark Souls, 3-часового видео по Sekiro, гению, блогеру и вруну Либрариуму. Иван, тебе слово. Привет, зрители, привет, FunPay, спасибо, что позвали. Грустный спойлер для тех, кто меня знает, сегодня без песен. А я пацан крутой, я в шортиках хожу. Хотя, возможно, некоторые только обрадуются. Хорошо, вот вам веселый спойлер и уже для всех. В конце видео вас ждет маленькая викторина. Посмотрим, насколько внимательно вы смотрели ролик. И что еще важно, я здесь только приглашенный голос, текст не мой, но я его прочитал и ответственно заявляю, что он вполне достойный. Узнаете много о той стороне Elden Ring, о которой рядовому игроку остается только догадываться. Потому что мирные деньки к событиям игры давно минули, а внятными флешбэками повествование не балует. Но начнем с короткого контекста для тех, кто позабыл Elden Ring, а если все помните, то мотайте видео к следующей главе «Вельможи». Вы когда-нибудь задумывались, почему мир игры называется Междуземье? Между чем и чем он находится? Создатели лора Джордж Мартин и Хидетака Миядзаки явно вдохновлялись скандинавской мифологией. Междуземье — это буквально Мидгард, срединная земля во всех смыслах. Это крупный континент между страной тростника на востоке и пустошами на западе. Земля людей между подземными городами Ноксов и парящими в небе городами драконов. А главное — это срединный мир. С одной стороны, от него находится загробный мир, куда должны уходить души мертвецов, с другой — мир богов. В отличие от человекоподобных богов Асгарда, в Elden Ring боги больше похожи на лавкрафтовских. Не просто так на японском они называются тем же словом, что и пантеон Ктулху. На русский это перевели как «внешние боги». Судя по всему, мир богов обладает большим количеством измерений, потому его обитатели не могут уместить себя в трехмерное пространство Междуземья. Однако захватить его хотят и ведут друг с другом бесконечную борьбу, объединяя людей в религиозные культы, посылая им видения или создавая чудовищ. Когда-то очень давно Междуземью повезло, и его захватил бог, известный под именем Великая Воля. И это не ирония, действительно повезло. Повезло. Великая Воля весьма адекватный и дружелюбный по меркам своей божественной братьи. Чтобы подчинить континент, он создал Кольцо Элдена, мощное заклинание из рун, установившее принципы мироздания, определившее жизнь и смерть, законы физики и бытия. Чтобы убедить людей склониться перед ним, он послал своих проводников, 2 пальцев, которые организовали культ Золотого Порядка и выбрали наместника королеву Марику. Их стараниями Великая Воля проникла в росток гигантского древа и сделала его главным источником благодати, магии внешнего бога, которую люди могли одолжить с его согласия. Золотой порядок вытеснил другие религии и захватил почти весь континент, после чего началась эпоха Древа Эрт, время относительного мира и благополучия. Эпоха Древа Эрт длилась несколько столетий и закончилась бунтом против Великой Воли, который привел к расколу. Кольцо Элдена разбилось, миропорядок нарушился, а полубоги, дети Марики, устроили войну, которая окончательно добила Междуземье. К началу игры вокруг уже глубокий постапокалипсис. Большинство городов разрушены, а почти все жители превратились в зомби, лишившись разума и даже возможности окончательно умереть. Но кем они были при жизни? Что ели, кем работали, как выглядели их города в эпоху процветания, чем они занимались до войны против всех? Об этом вам расскажет сценарист Гертруда. Озвучу ее текст я, Либрариум, а соберет все в ролик монтажер Владислав Рязанов. Как же хорошо, когда работаю не я один, эх! Вы на канале FunPay, торговой площадки, которая помогает геймерам зарабатывать, и блога, который помогает им же отдыхать. И мы начинаем! Итак, в Междуземье существовало некое подобие классовой системы. На вершине ее стояли полубоги, дети и выдающиеся внуки Марики, а чуть ниже находилась аристократия. Знатность в Междуземье определялась по количеству благодати, магического влияния внешнего бога. Существо или место могли пропитаться им как радиацией и начать светиться. Самое наглядное проявление этого – цвет глаз. Если человек облучился иномирной магией немножко, то часть его зрачка становилась золотой. Такие люди считались верными подданными божества. Если человек привлек внимание божества и облучился по полной, его глаза становились полностью золотыми и светились характерным светом божественной магии. Это считалось благословением Великой Воли
воли и наглядным подтверждением праведности, честности и порядочности. Любой, кто видел перед собой обладателя золотых глаз, был уверен, что это уж точно со всех сторон хороший человек. Ну как такому не дать титул? Человек, чьи глаза светились золотом, автоматически получал статус аристократа, открывавший ему множество возможностей и путей к богатству. Однако великая воля могла забрать свое благословение обратно, если человек разозлил ее, и тогда кусочек золота в зрачке угасал. Таких называли погасшими. Потерять благословение было позором для большинства жителей Междуземья. К началу игры великая воля разочаровалась во всех, и глаза знати перестали светиться, но все еще сохранили золотой цвет. Например, зрачки Мелены выдают ее высокородное происхождение. Оба глаза одинаково желтого цвета. Однако в одной из концовок Мелена откажется от великой воли ради мести главному герою, и ее правый глаз помутнеет, а левый поменяет цвет на фиолетовый. Занятный факт. Статичные руны, которые герой подбирает на трупах, это кусочек золота и зрачка мертвеца. После раскола они стали валютой, как и мелкие осколки кольца Элдена. Однако в эпоху процветания вырезать кому-то глаз, чтобы купить барахлишко у торговца, было весьма невежливо. Занятный факт номер 2. Другие внешние боги тоже меняли цвет глаз того, кто попал под их влияние. Глаза тех, кто служил богу безумного пламени, тоже желтые, но не золотого цвета, а ближе к оранжевому. Считалось, что великая воля благословляет самых достойных. Ключевое слово «считалось» среди людей. По факту цель для благословения внешний бог выбирал либо рандомно, либо по каким-то своим неведомым планам. Золотые зрачки не делали человека хорошим. Многие их обладатели те еще утырки. Благодатью пропитались все, кто родился у подножия древа Эрт. Даже цветы. Светящиеся глаза могли получить и люди, и нелюди, и животные, и даже камни. Некоторые от этого действительно становились сильнее. Рунный медведь намного больше обычных медведей. Благословленные волки не просто больше обычных, но и даже смогли освоить магию. Золотой подсолнух явно был вкуснее блеклого. Да, моб с золотыми глазами после смерти оставит в 5 раз больше рун. Некоторые представители знати отличались особыми способностями, но большинство даже с благословением остались обычными людьми, которые работали на обычной работе и жили обычную жизнь. Купцы, дипломаты, госаппарат, родственники, рыцари, богатые бездельники – вот эти ребята. Когда Марика разбила кольцо Элдена и благодать отвернулась от вельмож, они покинули свои города и отправились странствовать в поисках благословения. Но оказалось, что в условиях войны и походов они не умеют ничего полезного – ни сражаться, ни колдовать, ни защитить себя в бою. После раскола они стали самыми жалкими из странников. Однако, по выпадающему с них хламу можно сделать вывод, что в эпоху процветания их жизнь была отличной. Одежда вельмож сшита из узорной ткани. Описание в игре говорит, что она украшена тонкой золотой вышивкой, но под грязью ее плохо видно. Сет вельможа, который не успел замараться в сотни грязных луж, сохранил сложнейшую вышивку из бусин и дополнен бархатным плащом. Большинство костюмов включают воротники и манжеты из тонкого кружева. Производить такое было долго и дорого, потому они ценились не меньше золота. Почти у всех есть драгоценности. У кого-то просто брошь, у кого-то целый пояс или корона из золота и камней. После раскола они утратили свою ценность, потому спустя сотню лет путешествий их никто не украл. Мечи вельмож тоже покрыты золотом и стоят в 5 раз дороже элитных мечей, которыми награждали выдающихся рыцарей. Хотя пользоваться ими городские аристократы явно не умеют. В бою они будут неуклюже размахивать оружием из стороны в сторону, нанося мизерный урон. Дома знати украшены картинами и гобеленами, стены выложены деревянными панелями с резьбой и сусальным золотом. На столах металлическая посуда с чеканкой и рельефами, а под столами узорчатые ковры. Дома столичной знати уставлены искусными подсвечниками, но вместо свеч в них стоят светящиеся камни. Их более долговечная версия, не та, которую может сделать герой игры. У каждой знатной семьи был штат слуг, чья одежда шилась у лучших портных, чтобы не опорочить честь господина простецким видом. Даже их собаки, особый вид, который разводили столичные аристократы, носили золотые ошейники с драгоценными камнями. Смотря какой фабрик, смотря сколько details. Еда знати тоже отражала статус и богатство. Обязательным элементом обеда вельможи было мясо. Чаще всего мясо травоядных животных. Баранина, овечек в игре неимоверно много. Говядина. От коровок после раскола остались только рогатые черепа. Мясо оленей и кабанов, которых добывали на охоте. Вместо кроликов у них были долгоногие. Высоко ценились черепахи. Считалось, что блюдо из них повышает потенцию. Так сказано в вырезанном описании куска шеи. Осьминогов и крабов любили за прекрасный вкус. Крабовая икра считалась деликатесом, который могли позволить себе только богачи. Наверное, потому что взрослые крабы яростно защищают свое потомство.
Обитатели Междуземья обожали совмещать приятное с полезным. Любой кусок мяса перед приготовлением мариновали в целебных растворах, по описанию которых мы можем представить вкус блюд. Читаю, а жрать захотелось. Самый распространенный компонент маринадов – рябина. Вернее, так ее назвали в русском переводе. На японском это неопределенный фрукт роа. Он несъедобен для людей, потому что под красной оболочкой скрываются мягкие волокна, похожие на хлопок. Однако он может передать свои полезные качества мясу. Красный маринад готовился из сладкой золотой рябины, по вкусу похожей на мед. Скорее всего, такими же становились куски мяса, вымоченные в нем. В зеленый маринад добавляли лекарственную траву, которая делала его горьким. Ради укрепления организма даже вельможи соглашались потерпеть неприятный вкус. Прославленным героям и правителям готовили изысканное мясо, выдержанное в растворе с острыми специями. За остроту отвечал пульсирующий лист, редкий и дорогой. В игре он помечается фиолетовым цветом, как ценный лут, а порой его прячут в сундуках как сокровище. Явно не та штука, которая была доступна простым смертным. Был еще фиолетовый маринад. Полагаю, цвет ему придавала темная рябина из северных регионов. В реальном мире черная рябина делает фиолетовым то, с чем готовится. А что касается вкуса, в такой маринад добавляют ягоды желтое око. Напрямую их вкус в игре нигде не описывается, но если скормить слепой Ирине виноград шабрири, глаза безумца, она перепутает его с ягодой, сладкой и жгучей. Что если эта ягода и есть желтое око? Как раз именно оно является наркотиком, от которого сходят с ума обладатели желтых глаз, а добавление его в маринад может быть сродни лекарству. Яд в больших дозах убивает, но в малых может вылечить. Мариновали все и вся. Сочную вырезку для господ, потроха для слуг. Даже бедняки, которые из мяса могли себе позволить только птичьи лапки, готовили их с кучей специй. Из чего можно сделать вывод, что простые компоненты маринадов стоили весьма дешево и были доступны даже нищим. В вырезанных из основной игры материалах еще упоминается черный маринад, рецепт которого неизвестен, и яичный, в котором замачивали мясо для животных. Это довольно забавно. Жители Междуземья так любили маринады, что даже еду для собак готовили с ними. В походы странствующие вельможи и рыцари брали с собой сушеное мясо, а люди попроще – сушеную печень. В таком виде продукт может храниться весьма долго. Изысканное мясо выглядит запеченным, его готовили в замковых кухнях. Если рассмотреть кухни и столовые, можно найти и другие продукты, которые были в ходу в Междуземье. На кухне каждого замка есть отдельный стол или угол для маринадов. А судя по валяющимся рядом трупам с лутом, приготовлением и использованием специй занималась отдельная категория поваров. На столах всегда найдутся вазочки с яблоками. Иногда рядом с ними лежит хлеб, а в богатых замках можно найти гранаты. В кладовых полно мешков с крупой, мукой и луком, а еще с картошкой. Она была самой распространенной едой среди бедняков, но ее подавали и на столы господ, запеченную с чесноком. Зачем нужно жрать капусту, если есть картошка? В игре растет множество съедобных грибов. Описание из Shadow of the Earth 3 упоминает, что у некоторых мякоть похожа на сырое мясо. Однако люди в городах чаще использовали их как ингредиент для взрывчатки. Вероятно, вкус у грибов был так себе, и есть их могли только совсем уж отчаявшиеся бедняки. Кладовые замков и богатых домов заполнены овощами. Капустой, морковью, кабачками. В многочисленных бутылках и бочках хранится вино или эль. Случайных гостей вулканового поместья встречали чаем, которому подавали закуски, сливки и, возможно, варенье или сладкий сироп. В крупных замках всегда есть несколько обеденных залов. Один для высших чинов, где собирались правители и герои, чтобы поесть и обсудить планы. Другой для знати попроще. Приготовлением еды занимались простолюдины, и они же ели за отдельным столом. Кто-то скулил? Я что тебе говорил? Кто скулит, тот не ест. После раскола многие вельможи утратили знатность, а их обеденные залы и замки заняли рыцари, ставшие новой элитой. Так рыцарь Годрика отжал замок Кеннета Хейта, одного из немногих представителей знати, который сохранил разум к началу игры. Ну, вы знаете, у кого армия, тот и прав. А Хейту остается только орать на руинах, призывая на помощь мимо проходящего погасшего, ибо сам он типичный вельможа, слабый и бесполезный в эпоху бесконечных войн. В награду за помощь он может предложить только пустой титул и свой кинжал, тоже бесполезный для большинства билдов. Впрочем, он неплохой дипломат, раз смог убедить толпу полулюдей не есть его, а стать слугами в отвоеванном обратно замке. Я пришел договориться. Дипломатия была одним из основных занятий знати до раскола. Междуземье всегда было
стало сборищем самых разных культур и рас. Когда Готфри завоевал его для своей жены Марики, кто-то должен был удерживать разношерстные народы в мире. Договариваться с полулюдьми, управлять торговыми путями, налаживать связи с другими континентами – всем этим занимались вельможи. Некоторые увлекались искусством, рисовали портреты полубогов или делали статуи для храмов. Судя по блеску картин на свету, они сделаны маслом. Добыть такие краски в условиях, приближенных к средневековью, непросто, и картины были увлечением состоятельных горожан. Чаще всего они изображали портреты и пейзажи. Скульптура, напротив, была доступна многим. Все крупные города украшены рельефами и статуями. Большинство из них, скорее всего, делали простолюдины, но крупные религиозные статуи – работа знатных мастеров. Как раз один из таких был допущен в покое повелитель Радагона, чтобы рисовать наброски с натуры, и случайно узнал, что Марика трап. Скульптор был хорош не только в искусстве, но и чудесах, поэтому внезапное открытие зашифровал в своей статуе. Юные аристократки, которые не нашли в себе ни способностей достойно сражаться, ни желания стать монашкой, часто отправлялись в путешествие в поисках предназначения. Настолько часто, что это стало своеобразной модой, и у странствующих дев появилась отличительная одежда. В игре такую носят Мелина и Мелисента с ее сестрами. Ярые сторонники веры пытались понять принципы золотого порядка, писали книги с размышлениями или отправлялись нести свет веры еретикам в отдаленные селения, подземные города или вовсе на другие континенты. Некоторые аристократы отправлялись изучать магию в Академии Раи и Лукарии. Образование было не редкостью в Междуземье. Даже безродные бродяги умели читать и писать. Вельможи явно изучали историю, особенно жизни полубогов, от которых зависела их карьера в эпоху золотого порядка. Из странствующей знати в игре можно выбить разное барахлишко, которое они подобрали по дороге, в том числе лекарственную зелень. А значит, они обладали достаточным знанием, чтобы отличить лекарство от сорняка. А вот изучение магии было сложным занятием и очень дорогим. Вельможи, умеющие колдовать, одеты богаче остальных. Они носят золотые короны с драгоценными камнями. Одна такая стоит в 100 раз больше, чем повязка простолюдина. Часто именно их охраняют породистые собаки с золотыми ошейниками. Однако богачи-колдуны, которых мы видим в игре на дорогах и руинах, это неудачники, которым хватило ума освоить только самые простые заклинания. Более способные оставались в землях магов, как помощники. Вельможи, обитающие в Лиурнии и Селии, кроме простейшего снаряда блестящего камня, освоили еще и заклятие невидимости. А на их трупах можно найти справочники лжезаклятий. Скорее всего, они согласились, подобно простолюдинам, освоить ремесло и заняться изготовлением магических бомб и стрел. Те, кто мог добиться успехов в изучении магии, бросали статус знати и уходили волшебники, надевали каменную голову и оставались в Академии Раи и Лукарии. А чем занимались те, кто не стремился к высотам власти или силы? Как я уже говорил, среди вельмож было полно богатых бездельников, и, как полагается богатым бездельникам, они проводили жизнь в развлечениях. Во времена правления Готфри распространенным развлечением столицы и крупных городов были колизеи. Толпы зрителей всех рангов собирались посмотреть на сражения гладиаторов друг с другом или с монстрами. Был в Междуземье некий аналог бокса, более кровавый, потому что бойцы сражались тяжелыми железными шарами или перчатками с шипами. Боксеры обладали задиристым нравом, который помогал им завоевывать симпатию зрителей на арене, но за ее пределами часто приводил к дебошам и тюрьме. Возможно, Черный Страж, продающий раков в Лиурнии, когда-то был таким бойцом. Его карьера быстро закончилась, но железные кулаки он все еще носит с собой. Нередко сражения были постановочными и напоминали театральные представления, где одна сторона олицетворяла врагов древа Эрт, оплетенных змеями, символами предательства, а другая должна была их героически победить. Даже члены королевских семей были не против поучаствовать в таких постановках. Рилана, сестра Риналы, доказала свою преданность древу Эрт как раз в Колизее. Но куда чаще гладиаторами становились те, кто не обладал богатством и титулами. Для многих это была работа за еду, как говорит вырезанное описание шлема дуэлянта. Она могла привести бойца как на дно, так и к вершинам славы. Вот эти ребятки с головами-тыквами когда-то сражались на арене, но бесконечными боями заработали себе посттравматическое расстройство и теперь впадают в панику от любого громкого звука. Странные шлемы должны успокаивать их приятной темнотой. Не то чтобы они помогают. С другой стороны, выдающиеся бойцы могли приглянуться полубогам и стать рыцарями в их армии. А этот титул даровал богатство и почет не только самому гладиатору, но и всей его семье. Shadow of the Earth 3 показала нам одного из таких удачливых гладиаторов – рыцаря рыжей гривы Фрейю. Женщины в Междуземье сражались наравне с мужчинами. Магия и вера стирают различия в физической силе и весовой категории.
Впрочем, повезло немногим. Обычные гладиаторы зарабатывали себе травмы и безумие. Ничто не радовало толпу так сильно, как поражение и смерть бойцов, украшенных змеями. Когда Готфри изгнали, Колизей закрыли, а гладиаторов выгнали подальше от столицы, они стали хранителями могил и солдатами в армии. Вероятно, когда наступила эпоха мира, зрители перестали находить удовольствие в показушных смертях. Те, в ком благодати было меньше всего или не было вовсе, назывались простолюдинами. В игре это очень общий термин, который обозначает всех простых людей. Однако я разделю его на две части – городских жителей и деревенских. А городских жителей можно разделить на ремесленников и слуг – две главные отрасли, которыми они занимались. Резная мебель в домах знати, гравировка на мечах рыцарей, чеканные доспехи, узорчатые ковры, печные трубы, колеса для телег, бумага и переплеты для книг. В крупных городах все это делали простолюдины. В мелких селениях этим могли заниматься и нелюди, но о них чуть позже. Мастера низшего порядка делали простые и дешевые вещи. Деревянную посуду без узоров, одежду из грубой ткани, глиняные кувшины и бочки для хранения вина. Их работу можно увидеть даже в богатых замках, но основными покупателями у этих мастеров были бедняки и жители деревень. Потому что городские простолюдины очень любили показушную роскошь. Те же ремесленники, работники и члены их семей тянулись к демонстративным символам и красивым вещам, чтобы как узнать, но дешевле. Многие носили вот эту вот штуку – добровольные кандалы, чтобы показать, что они как преданы золотому порядку. Стандартная одежда городского простолюдина украшена вышивкой, но не золотой, и только парадная накидка. Ее легко можно снять, чтобы не запачкать на работе. Особо состоятельные носили плащи, расшитые листиками и цветочками настолько плотно, что становились тяжелыми и неудобными. Соответственно, и ремесленники, делающие товары для этого типа покупателей, старались удовлетворять их вкусы. Посуду украшали узорами, но керамическую и немножко, чтобы не было дорого. Мечи блестят желтым металлом, явно не золотом. На штанах горожане экономили. Сети простолюдинов вместо них скромная повязка и тапки. Впрочем, некоторые сеты вельмож не имеют даже трусов. Может быть, герой игры побрезговал снимать немытые труселя сдохлого старика, может, их просто не носили, кто ж теперь разберет-то. Скорее всего, первые, хотя золотыми трусами золотой маски он не побрезгует. Да и кто побрезговал? Я брезгую. 1,5 килограмма модного золота. Вещи для вольных горожан украшали древесными мотивами. Всевозможными листочками, веточками, маленькими древами эрт. Лор предполагает, что у слуг знатных домов и организаций вроде крепости Круглого Стола должны быть вещи с гербовыми зверями и эмблемами. Но в игре это отразилось только на солдатах. Все пажи носят одинаковый сет пажа. Знать любила демонстративные жесты не меньше. Когда Готфри захватывал очередной город, его сразу же украшали новыми статуями, рельефами дерева и позолоченными узорами, чтобы показать, что теперь он принадлежит древу Эрт. Это произошло, например, с замком Грозовой Завесы. Старые статуи выбросили в ров за стеной, а на их место поставили позолоченных стражей древа. Такой же страж встал над Селией, когда тамошние маги склонились перед Роданом. Скорее всего, он был не один. От Селии в игре остался только маленький кусочек, но в былые времена это был город не меньше Академии Раи Лукарии. Статуй для него потребовалось наверняка немало. Скульпторы и резчики по камню редко оставались без работы. Так же, как резчики по дереву, оружейники, плетельщики ковров, вышивальщицы, ювелиры. От них требовалось не только мастерство, но и обширные знания мифологии, истории и культуры, которая нередко была для них чужой. Золотой порядок во многих землях был захватчиком, и на вытеснение прежних культур ушло не одно десятилетие. Плетельщикам нужно было знать гербовых зверей рода, в чьем доме будет лежать ковер. Доспешники и оружейники изучали историю знатных семей, чтобы украсить свои работы соответствующими символами. На медальонах и брошках изображали сценки исторических событий, на гобеленах – религиозные мотивы и мифических героев. Эта жирная птица наверняка тоже легендарный герой, иначе зачем бы ее стали вырезать на столе для богачей? Или это намек на Найт Рейгн? Когда весь континент оказался под властью Великой Воли, полубоги выбрали самый яркий и надежный способ показать господство Лэндейла, столицы Золотого Порядка. Построили сеть торговых трактов, соединяющих крупные города. Большинство дорог в Междуземье грунтовые и после сильных дождей превращались в непроходимую грязь. Тракты Золотого Порядка укрепили и вымостили плиткой с гербом столицы, символическим древом и кольцом Элдена. В лучшие времена герб был украшен по талию, кое-где она сохранилась к началу сюжета игры. Огромное количество простолюдинов работало на производстве этой плитки. Еще больше людей по всему Междуземью занимались ее укладкой и починкой дорог, когда их ломал какой-нибудь мимо проходящий
приходящий дракон или тролль. Подобные тракты огорожены невысоким каменным заборчиком и освещались фонарями, а значит, каждый вечер вдоль них ходили фонарщики и зажигали недолговечные лампады. В Лиурнии их услуги не требовались. На сохранившихся кусках ограды горит вечный магический огонь. Скорее всего, такой же освещал дорогу к Селии. На плато Альтус у тракта есть сток для дождевой воды, который тоже во времена процветания кто-то чистил и чинил. А в самой столице имелась канализация с прямым выходом в подземную реку. По доброй средневековой традиции жители столицы сбрасывали туда не только отходы, но и нежеланных детей. Слуги работали в домах и замках, занимались готовкой, уборкой, сопровождали своих господ в путешествиях, ухаживали за собаками и лошадьми. Вся работа по дому и вне его лежала на них. Живой и разумный представитель слуг в игре, привратник Госток, создает нелестное впечатление об их братьи, но подлость и воровство не всегда были частью их натуры. До раскола многие верно служили своим господам. В игре, даже потеряв разум, слуги продолжают делать свою работу и сопровождать господ всюду, куда бы ни завела их бестолковая мертвая тушка. Дружба между слугой и господином была нормой в Междуземье, несмотря на снисходительность и презрение, которые испытывали некоторые представители знати к тем, кто лишен золотого света в глазах. Можно сказать, что такие отношения поощрялись, ведь они помогали обоим выполнять задуманное золотым порядком предназначение. Для слуг верно служить господину, а для господина заботиться о слугах, если этот господин хороший человек. Лучница Долорес, которая служила пажем в крепости Круглого Стола, стала другом и верным соратником для Гидеона Офнера. Но когда злой волшебник похитил ее и превратил в марионетку, всеведущий предводитель рыцарей даже не попытался ей помочь. Впрочем, он и к собственной дочери относился как к инструменту, который не жаль выбросить, если сломается. Возможно, дружеское отношение Долорес было односторонним. В некоторых случаях дружба господина с женщиной слугой могла перерасти в нечто большее. Рыцарь Диалос, которого можно встретить у Круглого Стола, так печется о своей служанке, что это вызывает подозрение. Их отношения явно гораздо глубже. Случаи наоборот, когда госпожа имела роман со слугой, тоже встречались. Лороведа считает, что именно так Маления обзавелась 5 дочерями. Да и принцесса Ренни не особо удивится, когда ее погасший слуга предложит ей руку и сердце. Правда, официально подтвердит отношения только когда герой станет повелителем Элдена. Элитой среди слуг были пажи. В реальном средневековье пажами в знатных домах становились дети менее знатных аристократов. Однако, как я уже говорил, в Междуземье знатность определялась количеством благодати и способностью видеть ее указатели. Простолюдин мог получить благословение великой воли и стать знатью. Вельможа мог потерять благословение и стать погасшим. Годфри и многие его воины предпочли вовсе покинуть континент, когда великая воля отвернулась от них. Пополнить ряды простолюдинов для вчерашних героев оказалось слишком позорным. В Междуземье пажи могли быть как способными простолюдинами, так и членами семей знати, которые утратили благословение, а с ними и титул. Описание праха пажа говорит, что на эту должность шли те, кто не имел ни знаний, ни таланта, ни упорства. Вероятно, это отражает отношение господ к тем, кто лишен благодати, потому что геймплей и остальной лор показывает пажей как весьма способных челов. Они одевались лучше многих слуг. Одежда пажа прочнее и удобнее. У них даже есть, сейчас внимание, штаны. И их, между прочим, шили лучшие портные, чтобы внешний вид слуг отражал богатство господина. Оружие отличается качеством и роскошью. Стандартный лук пажа сделан из редкого красного дерева, а стрелы зачарованы. Та же Долорес использовала дорогие стрелы Святой Трины, которые усыпляли врагов. Большинство простолюдинов бесполезны в бою. Они могут всадить нож в спину, выскочив из засады, или бросить огненный горшок издалека, но в схватке 1 на 1 только неумело машут мечами. Паж, напротив, боевая единица покруче рядового солдата. Они отлично владеют эстоками, их арбалеты заряжены взрывающимися болтами парфюмеров, а старший паж вообще подобен мини-боссу. Неудивительно, что они часто служили рыцарям, а знать мирных профессий нанимала их вместо телохранителей. И притом навыки пажей не ограничивались умением стрелять и тыкать. У каждого моба-пажа при себе есть флейта. Ребятки, которые бездельничают в столице, показывают, что отлично умеют ей пользоваться. До раскола они могли развлекать своих господ музыкой, а в случае чего и пострелять из музыкальных инструментов. Снова сказалась любовь Междуземья совмещать приятное с полезным, родившая лук арфу. Конечно же, музыка сопровождалась пением.
быт и культура Междуземья вдохновлены настоящим средневековьем, а знать средних веков обожала баллады. Каждый уважающий себя лорд имел при дворе группу министрелей, которые пели истории о героях и любви на радость гостям. Подобные баллады существовали в Междуземье, разумеется. Умирая, Годрик процитирует пару строчек печальной песни о том, как покинувшие столицу вельможи мечтают вернуться в свой дом, омытые золотыми лучами древа Эрт. О том, что это именно баллада, известна из вырезанного контента. One day we'll return together to our home, bathed in rays of gold. There is only one tree and only its branches that bathe in true rays of gold. Not the fool-omened king, nor the rank malformed twins. Oh, we are the golden ones, the true and rightful heirs. Our land's grown old now, ashen and cold. But look up, the Erd tree glows. One day we'll return together to our home, bathed in rays of gold. And grace will surely guide us safe to our home, bathed in rays of gold. На этапе разработки цитируемый кусок был гораздо больше. Если бы босс зачитывал его целиком, смерть напоминала бы сцену из индийского кино. Баллада Годрика, как и песня Гарпии об утерянном счастье материнства, возникли уже после раскола. Однако традиции существуют. О чем могли петь музыканты эпохи процветания? Ну, описание лука арфы упоминает баллады о героях, которые сражались за древо Эрт, и предателях, которые отвернулись от него. Тот же мотив, что использовался в постановочных боях гладиаторов. В описании талисманов упоминаются и другие легенды, как Маления обучалась мастерству боя у слепого мечника, как Радан остановил движение звезд, как два пальца несли учение людям. Порой герои в них теряли имена и личность, превращаясь в безымянных странников и волшебниц. Не сразу можно догадаться, что легенда о королеве из описания талисмана подразумевает Реналлу. Эра процветания длилась несколько столетий. За это время юность вечных полубогов вполне могла стать далекой сказкой с точки зрения смертных людей, превратиться из реальной истории в приукрашенные выдумкой развлечения. Sleep tight, fight light in mother's umbrella. Кстати, уходом за умершими людьми тоже занимались простолюдины. В Междуземье всегда были трудности с умиранием. Люди обладали душой и телом. Когда тело умирало, душа должна была отделиться от него и отправиться в загробный мир. Но почти всегда в сей процесс вмешивались боги и неуемные ручки некромантов, отчего появлялись ходячие мертвецы, мстительные духи, призраки и прочие неприятности. Эпоха древа Эрт началась, когда Марика изъяла из миропорядка смерть, сделав всех людей бессмертными. Однако это не была вечная жизнь, как у полубогов. Тело человека могло умереть от ран, старости или болезни, но из-за бессмертия душа оставалась привязанной к нему. Мертвое тело продолжает двигаться, как при жизни, но разлагается, пока не останется истлевший скелет, а разум постепенно погружается в безумие. Чтобы умереть как следует, люди должны вернуться к корням древа Эрт. Оно поглотит их тела и впитает их души, чтобы потом дать новое перерождение. Не всегда в форме человека. Аврелия переродилась медузой и к началу игры успела второй раз умереть, истлев до праха, из которого можно призвать ее призрак. И когда бунтари против великой воли убили первого полубога, его тело с меткой руны смерти отравило корни древа Эрт. Процесс поглощения и перерождения нарушился, отчего Междуземье наводнили ходячие мертвецы. Однако во время Золотого порядка все работало как надо. Вокруг корней построили катакомбы, где должны были собираться мертвецы. Они не обладали особой сообразительностью и легко могли заблудиться на пути к корням. Поэтому всюду в Междуземье поставили указатели – статуи Розуса. А чтобы покойники точно не потерялись, за ними ухаживал особый класс простолюдинов. Гертруда, сценарист видео, играя в первый раз удивлялась, для кого в катакомбах стоят эти маленькие аккуратные стульчики. Ведь скелетам и каменным бесам отдых явно не нужен.
Похоже, что они предназначались для смотрителей, которые встречали мертвецов и помогали им вернуться к корням древа Эрт. Раздевали, чтобы одежда не мешала древу поглотить тела, возвращали ценности умерших родственникам и вели какую-то очередь. Процесс поглощения явно был медленным. Обилие гробов в катакомбах может свидетельствовать, что некоторым умершим приходилось долго ждать своей очереди. В катакомбах знатно воняло, ходячие покойники разлагались. Однако, несмотря на это, туда часто приходили живые посетители, чтобы почтить память умерших. Думаю, для этого там стоят надгробия, на которых сохранились полустертые надписи. В описании крупного ландыша сказано, что его использовали как подношение на могилу героя. Скорее всего, ландыши поменьше использовались для почтения покойников попроще. Могильщики собирали цветы, растущие под землей, и смолу с корней древа Эрт, которая ценилась алхимиками и ремесленниками. Отличный товар для продажи и пополнения бюджета хранителей катакомб. Бюджет был весьма скромным, одеты работники хуже городских простолюдинов с вышитыми плащами. Кроме людей, живых и мертвых, в катакомбах тусили бесы и церберы, каменные големы, оживленные магией. Они должны были защищать корни и гробы от мародеров. Похоже, находилось немало желающих снять с умерших их вещи. После раскола бесы одичали, а могильщики ударились в ересь некромантии. Внимательный игрок может спросить, если все люди в Междуземье после смерти возвращались к древу Эрт в катакомбы, то почему в игре так много обычных кладбищ? Отчасти это следы культуры, которая существовала до древа Эрт. В старых королевствах, о которых уже никто не помнит, принято было хоронить покойников в земле. Например, в Королевстве Солнца. Единственные свидетели его существования – это как раз рыцари и некроманты, вылезшие из могил, когда золотой порядок пошатнулся. Их гербовые щиты и мстительные духи хранят память о давно стертой цивилизации. В другой культуре покойников отправляли в последнее плавание. Их останки можно найти в глубинах замка Грозовой Завесы. Вода отступила со временем, обнажив погребальные лодочки. После раскола практика хранить мертвых в земле вернулась в Междуземье. По крайней мере, некоторые сооружения на кладбищах выглядят подозрительно новыми, а рядом с ними часто лежат смотрители-простолюдины. Когда катакомбы перестали выполнять свою функцию поглощения мертвых, живые пытались удержать их буйные тела под землей и под тяжелыми крышками саркофагов. В таком саркофаге лежит Гидеон Офнир в начальной катсцене. Вылез он оттуда, когда его призвала Великая Воля. И все же большинство саркофагов в игре открыты и явно провалили задачу сдерживать покойников. Деревенские жители тоже считались простолюдинами, однако мы вынесли их в отдельный пункт, ибо их образ жизни очень отличался от горожан. Одно из главных отличий – еда. Как я уже говорил ранее, в городах фанатели от маринадов. В деревнях их тоже привечали, но были у них и свои блюда. В описании куска мяса, который можно добыть на охоте, сказано, что оно идеально для деревенского застолья. И прочитав это в первом прохождении, не мудрено было подумать, что его наверняка как-то готовили. Например, пекли единым большим куском, который можно порезать за праздничным столом. Но его определенно готовили. Из сочного мяса получались сочные тефтельки, которые, судя по всему, ели сырыми. В таком виде их можно найти в деревнях, и в таком виде их будет употреблять главный герой, хотя у него есть возможность печь и сушить мясо. Все тефтельки, которые можно найти в игре, просрочены и слегка с душком. Опять же, встретив их впервые, можно решить, что это случайность. Мир Элдена не в лучшем состоянии, всюду разруха, холодильников нет. Неудивительно, что такой скоропортящийся продукт чутка протух. Однако описание тефтелек на японском говорит, что именно начавшийся процесс разложения делает их такими вкусными. А в Shadow of the Earth 3 показано, что культуры Междуземья, существовавшие до наступления Золотого порядка, совсем не против есть подгнившее мясо. Дополнение завезло нам сразу несколько рецептов, где мясо перед употреблением ферментируется. Не уточняется, в какой форме это происходит. В истории реального мира ферментация мяса очень разнообразна. От обычной выдержки филе для стейка, который поедет в ресторан, до выкапывания сгнивших туш у коренных жителей Севера. Это падаль. Падаль. Можно предположить, что деревни, как самые консервативные области, сохранили эти обычаи в эпоху древа Эрт. В любом случае, вкус у этих блюд специфический, а неподготовленный организм может ими отравиться. Что и происходит с героем игры, когда он ест подгнившую тефтельку. Другим отличием деревенских жителей от горожан был их внешний вид. Деревни производили материалы для строительства, собирали ингредиенты для лекарств и маринадов, поставляли в город мясо, овощи, ткань, муку, сено для лошадей и самих лошадей тоже, но при этом жили небогато, в разной степени небогато. Где-то были каменные дома в 3 этажа и украшенные вышивкой наряды, где-то деревянные хибары и наряд в стиле мешка картошки. Жители чахлой деревни до раскола жили бедно, о чем свидетельствуют их маленькие деревянные дома.
а после этого и вовсе начали голодать. Им пришлось есть растущие в округе ягоды желтого ока, но это наркотик, ведущий к безумию. Довольно быстро вся деревня снаркоманилась и сошла с ума, не выдержав влияния внешнего бога безумного пламени. Деревня у вод призыва в игре почти полностью разрушена. Однако видно, что это большое поселение. Каменные дома выглядят просторными, во многих есть роскошные залы с колоннами. А кто-то из жителей мог позволить себе даже магические замки с големами-стражами. Доминула тоже не бедствует. Праздничные одежды ее жителей вышиты узорами, девушки носят бусы и большие серьги, а в глубинах деревни можно найти изысканное мясо. Я уже говорил, что ингредиенты для него были дорогими, но здесь могли их себе позволить, хотя бы по праздникам. Да и вообще, Доминула – самая везучая деревня в игре. Она расположена на крупном торговом тракте, а значит, могла свободно получать лекарства, побрякушки, специи и прочие необходимые в быту мелочи. Именно в ней разводили лошадей для столичной армии. Со всего Альтуса именно в Доминулу свозили зерно, чтобы переработать в муку. Из-за близости древа Эрт ее жители чаще получали благословение и могли собирать драгоценные капли смолы, падающие с ветвей, чтобы потом продавать их парфюмерам и знати. Даже после раскола Доминула оказалась окружена цветами, а ее жители обезумели, застряв в бесконечном празднике. Куда лучше, чем сгнившие обитатели лачуг гнили, у которых из развлечений только площадь, с видом на гниль. Деревенские жители отличались от горожан также и прическами. В городах длинные бороды были не в чести, особенно после изгнания Готфри, обладателя заплетенной в косу бороды. Простолюдины брились, скорее всего, сами. Знать нанимала бродобреев, чтобы делать аккуратные бородки и бакенбарды. Или тоже забривать все подчистую. У бродячих вельмож сохранились остатки длинных волос, но не клочка бороды. Редкие обладатели длинных бород считались эксцентричными чудаками. Волшебники носили бороды, по крайней мере до того, как стали носить каменные маски. Однако, судя по портретам, немало времени уделяли завивке и укладке. Впрочем, два доживших до начала игры мудреца перед встречей с главным героем побрились. Воительницы и волшебницы делали короткие прически или собирали волосы в пучок, чтобы не мешали надевать шлем. Леди мирных профессий отращивали длинные волосы, которые иногда заплетали в две косы и укладывали по бокам головы. Вельможи тоже не были против носить косы по образу и подобию повелителя Радагона, но чаще оставляли длинные волосы распущенными. В деревнях стричься не любили. Мужчины ходили с длинными неряшливыми бородами, как и беднота в городах. А не сгнившие к началу игры деревенские женщины на плато Альтус носят косы, но в отличие от знатных дам, несимметричные и свободные. В каждой деревне была своя иерархия. Управляющие следовали за городской модой, брились и носили вышитые одежды. Когда случился раскол, деревенские развесили своих управляющих на столбах, а сами ударились в еретические культы. Видно, золотое древо им не очень-то нравилось. Люди попроще носили обычные балахоны с тапками, какие можно встретить на многих трупах. Также в игре можно найти тканое одеяние из грубой ткани, самое простое и дешевое. В описании говорится, что такое носили многие в Междуземье. На его поясе висит рожок, классический атрибут пастухов. А пастухов в Междуземье явно было полно. Бесхозные овечки бродят в огромных количествах. Кое-где их до сих пор охраняют пастушьи собаки, иногда мутировавшие под влиянием внешних богов. А если добавить к таким одеяниям капюшон, получится сет мелкого преступника. Таких в Междуземье тоже сохранилось очень много. Все замогилье уставлено столбами с казненными, и все одеты в тканые одеяния. Какие преступления они могли совершать? Конкретно эти ребятки, скорее всего, пострадали за неподчинение Годрику, который сбежал в замогилье из столицы и поехал кукухой. В эпоху процветания так казнили воров. Несмотря на общее благополучие городов под властью золотого порядка, воры в них встречались весьма часто. Слуги приворовывали у господ, пехотинцы с армейских складов, любопытные умники пытались украсть заклинания магов, не платя за обучение, ведь заклинания записаны на свитках. Пойманных воров распинали на рогатинах, чтобы лишить их перерождения в древе Эрт. Их тела висели под дождем и солнцем, пока не становились прахом. Для городских дебоширов и преступников, ожидающих суда или казни, строили тюрьмы. Обычно они располагались в подземельях городов и крепостей, но иногда их строили на окраинах, в пещерах или заброшенных шахтах. Тех преступников, которые могли сбежать с рогатины, предварительно казнили, разрубая на части или сжигая. Такое наказание ждало разбойников. В лесах Междуземья их было немало,
Воины из проигравших армий, дезертиры и беженцы из разрушенных Годфри селений, которые не сумели найти себе мирные занятия. А на дорогах было много бродячих торговцев и странствующих дев, которых так удобно грабить. Именно из-за разбойников вельможам требовалась вооруженная охрана, а крупные торговые караваны охраняло несколько десятков солдат и магов. Среди вельмож тоже встречались недобросовестные граждане, однако наказанием для попавшихся аристократов обычно было изгнание. Виновников отправляли на окраины королевства, где они обычно продолжали заниматься нехорошими делами. А уж если сомнительный поступок совершил полубог, магия огня была запрещена в эпоху Золотого порядка. Пиромантам выкалывали глаза и высылали в рабство в горы. Но когда сын повелителя Рикард поселился на вулкане и начал практиковать огненные заклинания, в столице посчитали это интересным научным открытием. Такие дела. Особо мерзким преступлением считалась ересь. Блять, что за хуйня? Великая воля не любила тех, кто ей противится. Однако у сторонников этого внешнего бога были разные представления о том, что называть ересью. Когда Годфри захватывал Междуземье, всякая иная вера жестко выжигалась. Когда на сцене появился Радаган, золотой порядок стал более терпим к другим культурам. Если еретики и неверующие не устраивали слишком большой бардак, с ними предпочитали заключить мир на взаимовыгодных условиях. Когда тело убитого полубога Годвина отравило древо Эрт и Междуземье заполонили ходячие мертвецы, сторонники Великой Воли снова ударились в фанатизм и нетерпимость. Охотники на живых покойников в эпоху процветания охотились в основном на разбойников, которые умирали в лесах и превращались в бродячие трупы. Но ближе к расколу превратились в убийц, которые устраивали самосуд над всеми, кто стоял рядом с ересью. Чаще всего к еретическим культам обращались необразованные и консервативные жители деревень. Чахлая деревня снаркоманилась от нищеты и безысходности, попав в руку бога безумного пламени. Кто-то верил всяким проходимцам, обещавшим возвращение мира. Рыцарь Вик, посетивший селение в Лиурнии, обещал тамошним жителям, что станет новым повелителем Элдена. Ну а 3 пальца лучше 2. Культ смерти верил, что их принц Годвин однажды проснется и установит на земле правильный порядок вещей. В мирное время преступников помечали венками и ошейниками из колючих лоз, символом гнева древа Эрт. Но позже заморачиваться с ними перестали, и к еретикам просто высылали карательную бригаду, которая вырезала всех без всякого символизма. Именно так очистили от ереси очищенные руины, обитатели которых едва не стали последователями безумного пламени. В эпоху древа Эрт еретикам выкалывали глаза венцом из шипов, но выяснилось, что внешние боги легко могли исцелить слепоту. Напротив, без привычного зрения гораздо проще увидеть сияние божества. Именно поэтому служанками пальцев, способными понимать язык благодати, становились слепые девушки. Монахи и проповедники сами завязывали себе глаза. Зачем смотреть по сторонам, если в будущее ведет одна дорога? Каменные маски волшебников не способствовали хорошему обзору, однако совсем не мешали им перемещаться в пространстве и читать. Говорят, что сияние благодати исцеляло и многие другие болезни. Наверное, правду говорят, ведь главный герой может вылечиться от всего, просто посидев у золотого огонька. Несмотря на это и несмотря на общий тон средневековья, в Междуземье была весьма развита медицина. Самыми распространенными были народные средства. Ими успешно лечили отравления, останавливали кровотечение, спасали от обморожения. Даже тлетворное влияние внешних богов вроде красной гнили и безумия можно было в некоторой степени сдержать народными средствами. И подобные пилюли мог слепить на коленке любой странник, а ингредиенты для них, так же как специи для маринадов, стоили дешево. По крайней мере в городах, куда лекарственные штуки привозили торговцы. Да, в деревнях, жителям которых приходилось самим драться за икру с гигантскими осьминогами и охотиться на стрекоз размером с лошадь, с лекарствами было немного сложнее. Кстати, еще в Междуземье была весьма развита торговля, даже с еретиками. Бродячие торговцы, поклонники безумного пламени, могли свободно путешествовать по деревням, развозя лекарства, специи и прочие полезные штуки. К берегам подземных рек отправлялись вельможи, которые налаживали торговые связи, чтобы поставлять наверх лекарственные травы, алхимические ингредиенты, мыло и грибы для его изготовления. Да, в Междуземье мыло варили из грибного сока. Это делало средства гигиены и простые лекарства доступными почти всем, кроме разве что самых отдаленных и труднодоступных деревень. А вот профессиональной медициной могли воспользоваться только богатые жители столицы. Ее предоставляли парфюмеры.
Несмотря на название, это были скорее алхимики. Они изучали растения и делали из них лекарства, многие из которых обладали сильным запахом, поэтому их и прозвали парфюмерами. Они не доверяли торговцам и выращивали лекарственные цветы сами в собственных поселениях. Особенно ценились цветы Миранды. Эти хищные растения умели передвигаться и активно этим умением пользовались, чтобы подкрасться к потенциальной еде и отравить ее ядовитой пыльцой. Парфюмеры приручили их, чтобы использовать пыльцу для изготовления лекарств. В отличие от народной медицины, которая использовала ингредиенты в перетертом или термически обработанном виде, парфюмеры имели целые лаборатории, чтобы отделять полезные вещества растений и усиливать их свойства. Подозреваю, что их опыты были частенько взрывоопасны, ведь официальная одежда парфюмера включала тяжелый передник из толстой кожи. Он был богато украшен вышивкой, но его основная цель – защитить носителя от потенциального удара осколками колбы. Описание фляги с чудесным снадобьем сообщает, что это изобретение алхимиков-целителей. Тоже звучит похоже на парфюмеров. Чудесное снадобье делалось из слез древа Эрт, капель смолы, которая падала с его ветвей в те времена, когда у древа было физическое воплощение. Но к началу игры от него остались только корни и кусок ствола в столице, а все остальное – нематериальный свет благодати. В игре очень мало сведений, какие именно болезни лечили парфюмеры в мирное время. После раскола они присоединились к войне, начали готовить энергетики для солдат и яды для их врагов. Большая часть информации посвящена этой стороне их истории. Однако Сет Странника сообщает, что его носитель путешествовал в поисках новых цветов, чтобы научиться лечить мутации знамений и бастардов. Вот этих ребят, которые рождались с перьями, шерстью и рогами. Его странствие прервала война, а потом и смерть в гниющих руинах Селии. Тем же занималась Триша, чей прах можно получить после битвы с ней, и тоже не преуспела. Знамения явно были не в восторге от лечения, поэтому парфюмерам приходилось натурально охотиться на них. А куча трупов бастардов в подземельях под руинами парфюмеров свидетельствует о том, что большинство экспериментов в поисках лекарств заканчивались смертью подопытного. С другой стороны, ту же Тришу ее пациент верно защищает. А значит, они все же смогли найти общий язык и стать, если не друзьями, то хотя бы союзниками. Как бы то ни было, столичные аристократы очень ценили умения парфюмеров. Алхимики считались почетными членами общества, были весьма богаты и имели доступ к самым редким материалам и роскошной лаборатории с кучей помощников. Их услуги стоили весьма дорого. Но у жителей окраин больше шансов стать жертвой парфюмера, чем пациентом. Эти ребятки были верны золотому порядку и обладали некими моральными принципами, один из которых обязывал исцелять, а не разрушать. По крайней мере, людей. Однако даже в самые мирные времена находились те, кто считал, что достижения науки достойны любых жертв. Таких называли порочными парфюмерами. Они делали вместо лекарств наркотики, повышающие силу в бою, но вредные для организма, и были не против употребить свое варево сами. Некоторые использовали яды для убийств, другие искали вечную жизнь вне благодати великой воли. Законы парфюмеров запрещали создавать алхимический огонь, но искрящийся аромат делает бум. Какой алхимик устоит перед манящим могуществом пиромантии? Иронично, что после раскола парфюмерам пришлось отказаться от своих принципов и самим начать делать яды. У одного из них описание намекает, что парфюмеры лечили болезни, которые требовали лекарств, а не, например, хирургического вмешательства, как полученные на войне раны. Даже в эпоху процветания золотой порядок ввел множество войн, чтобы распространить свою власть и веру на весь континент. Но военная медицина была на удивление плохой. Психические расстройства гладиаторов пытались лечить темнотой. Не особо успешно. Оторванные конечности придумали заменять протезами. Но такие встречаются в основном у командиров знати. Куда девались простые солдаты без конечностей? Ответ может дать мизерикорд, кинжал милосердия, который был излюбленным инструментом военных хирургов. Похоже, они предпочитали избавлять от страданий, а не лечить. Да и протезирование на фоне общего развития технологий было на удивление всратом. Часто это просто палка вместо ноги. Изобретатели Междуземья смогли придумать танк, почти самоходную огнедышащую колесницу. Но нормально освоить протезирование не получилось. Когда Микела сделал подвижный протез руки меча для своей сестры, это посчитали офигеть каким гениальным открытием. У каждого бога, полубога и просто уважающего себя лорда была большая армия. И все строились по примерно одному принципу, по образу и подобию столичных войск. В самом низу стояли пехотинцы. На японском они назывались дзёхьё.
Ядрить. Особый вид наемников, которых армия набирает из местных жителей, чтобы поручить им несложную и неважную работу, и которые не заинтересованы в том, чтобы хорошо ее выполнять. Ими становились крестьяне и безработные простолюдины, которые не нашли себе занятия получше. Пехотинцы были слугами солдат. Они чистили доспехи, точили мечи, готовили еду и бомбы. Ингредиенты для того и другого выпадают с них чаще, чем оружие. Сражаются эти ребятки получше деревенщин, но в бою все равно выбирают роль поддержки для солдат. Стреляют издалека, управляют баллистами или просто поднимают тревогу, чтобы прибежал кто-то посильнее и решил все проблемы. Жизнь пехотинцев в эпоху мира была не особо радостной. Прах описывает их как расходный материал, который не жалко потерять. Однако в то время у них был выбор – пойти слугой в армию, осваивать ремесло в городе, стать охотником или собирать цветочки на продажу. После раскола крестьян стали загонять в армию силой. А оно им нафиг не вперлось. Пехотинцы бунтовали, их командиры лютовали, развешивая мелких сошек по деревьям. Дезертиры бежали и становились преступниками. Сет разбойника – это рваный и грязный вариант сета пехотинца. А вот солдатам до раскола определенно жилось неплохо. В отличие от пехотинцев, они были профессионалами, и общество относилось к ним с немалым уважением. Каждый командир заботился о том, чтобы солдаты были хорошо накормлены, желательно мясом, и обеспечены лучшим снаряжением. Их мечи и доспехи украшены чеканкой и гравировкой. Изготовление таких занимало гораздо больше времени, чем простецкие каски и фуфайки пехотинцев. Доспехи солдат Месмера и вовсе украшены золотом, как говорит их описание. Надо полагать, плата за службу тоже у них была немаленькая. Солдаты отвечали на это верностью и рвением. За своим повелителем они готовы были отправиться даже на тот свет. Солдаты полубогов, чьи тела покоятся в бродячих мавзолеях, согласились умереть и стать призрачными безголовыми охранниками. Солдаты Родана до последнего сдерживали наступление Красной Гнили, сражаясь с ее порождениями и строя тлеющие стены. В каждой армии солдатам давали образование. Их учили не только навыкам обращения с оружием, но и другим полезным вещам. Бойцы столицы владеют парфюмерией. В Рае Лукарии умеют использовать лжезаклятия. Армия Микелы активно пользуется ядами. В отличие от пехотинцев, у солдат была серьезная мотивация учиться лучше и уметь больше. За выдающиеся способности к колдовству и чудесам, за заслуги на поле боя солдат посвящали в рыцари. До раскола это был не просто титул и памятное оружие в подарок. Рыцаря отмечала великая воля, даруя благодать, а значит, он получал право основать свой род, то есть превратить свою семью из простолюдинов в знать. Многие вельможи, которые бродят по дорогам Междуземья, это потомки рыцарей. Их расшитые золотом одежды и позолоченные мечи говорят о состоятельности рыцарских семей лучше всяких слов. Впрочем, для детей рыцарей считалось зазорным бездельничать в столице. Гораздо почетнее пойти по стопам родителя и прославить себя ратными подвигами. Потомок рыцарского рода Диалос, один из немногих представителей этого класса, который сохранил разум к началу игры, очень переживает, что опозорит семью своей бездарностью и пытается спрятать сомнения в себе за бахвальством, даже не пытаясь попробовать себя в чем-то другом, кроме битв. А ведь из него может получиться отличный гончар, если игрок поможет Диалосу раскрыть свои таланты. Да, потом он сдохнет. Хотя многие рыцари Раи Лукарии владели магией, они не считались волшебниками. Это звание принадлежало тем, кого в мире Элдена можно было назвать учеными. Не теоретиками золотого порядка, спорившими о мутных желаниях своего бога, а трушными физиками, биологами, геологами, с поправкой на то, что знание законов гравитации в этом мире позволяло уронить на врага, например, метеорит. В эпоху Древа Эрт у волшебников было два крупных города – Рая Лукария и Селия. В первом жили потомки астрологов, древних ученых, которые изучали звезды и предсказывали по ним будущее. Во втором – потомки ноксов, обитателей подземных городов. Звезды имели огромное значение для Междуземья. Многие лороведы трактуют астрологию Элдена как астрологию нашего реального мира. В следующем месяце овнов ждет удача, а тельцам лучше не выходить из дома. Думаю, отчасти это правда. Там определенно были знаки зодиака. 4 из них изображены на щите из Лиурнии, а может их всего 4 и было. Впрочем, куда важнее были предсказания движения звезд, потому что звезды чертовски любили падать. Во-первых, из осколков метеорита волшебники делали свои магические штуки – посохи, мечи, бомбы, сердца марионеток. Им было очень выгодно заранее знать, где упадет очередная звезда, чтобы собрать осколки. Во-вторых, этими звездами часто были разумные существа, иногда дружелюбные, как алебастровые повелители, которые научили людей магии гравитации, но чаще
различные монстры. Звери падающих звезд обладали разными формами, похожие на быков туши, летающие или ползающие гиганты с головами стрекоз. Некоторые лороведы считают, что это жизненный цикл одного и того же вида. Как и у насекомых, первая стадия развития – это личинки, лишенные крыльев. Они падают на землю, чтобы вырасти и превратиться в куколок, из которых потом вылупится взрослая особь, напоминающая стрекозу. Гигантскую агрессивную стрекозу, которая владеет магией. На всех этапах им надо что-то есть. На всех этапах они агрессивны, трудноубиваемые из-за каменного тела. К тому же их падение подобно метеориту со всей разрушительной мощью. Один такой врезался в парящий город драконов Фару-Мазула, из-за чего его обломки разбросало по всему Междуземью. А падение другого можно увидеть прямо в игре. Он пробил знатную дыру прямо в подземный город Накрон. Отслеживать миграцию этих существ и заранее знать, куда они собираются приземлиться – жизненная необходимость и для волшебников, и для простых людей. Когда полубог Радан мощной магией гравитации остановил движение звезд и запретил им падать, волшебники Селии были так рады, что стали его верными подданными. При этом метеориты тоже перестали падать, но волшебников это не особо беспокоило. Звезды сыпались на Землю задолго до появления первой цивилизации, и за прошедшие века оказались там же, где и кости динозавров нашего реального мира, глубоко под землей. Чтобы добыть их, волшебники копали шахты. Не сами, конечно, а руками простолюдинов, живущих в этих землях. Некоторые лороведы считают, что шахтерами становились волшебники, которые не смогли добиться успехов в изучении магии. Мне кажется, что это были обычные люди, которые со временем заразились кристаллами и получили частичку их магии. Волшебные камни очень токсичны. Упав в землю, они прорастали вглубь и вширь, медленно, но неотвратимо. Стоило кристаллу закатиться в темный угол в лаборатории какого-нибудь мудреца, как через пару десятилетий вся комната превращалась в один огромный кристалл. Они прорастали в насекомых, животных, людей, которые соприкасались с ними слишком долго. Мох, растущий в кристальных пещерах, усеян мелкими камешками. Светлячок, который слишком долго сидел на башне мага, мог кристаллизироваться и обзавестись каменным брюшком. Так он терял возможность летать и размножаться, но ценился как ингредиент для магических устройств. Если хищник съест зараженную кристаллом дичь, то тоже заразится. Дракон в Лиурнии съел слишком много магов вместе с посохами и коронами, из-за чего частично окаменел. Возможно, маги носили свои каменные шлемы как своеобразную защиту от заражения. А что случается с теми, кто корон не носил, можно увидеть на примере мудреца Азура. Его голова и плечи превратились в сплошной кристалл. А он и не против. Серьезно? Да, я не против. Некоторые его коллеги и последователи считали, что превращение в камень делает их высшими существами, подобными пришельцам со звезд. Шахтеры вдыхали кристальную пыль, заражались и тоже обрастали кристаллами. С одной стороны, это был путь к медленной смерти. Прорастая вглубь тела, камни лишали его подвижности, пока человек не превращался в статую. С другой стороны, кристаллы давали возможность использовать их магию. Даже бестолковые хищные цветы смогли освоить немножко магии, когда заразились. Люди в шахтах магов тоже получили способности. Руду они бурят специальными шахтерскими посохами, а защищаются заклинаниями. Довольно слабое утешение в их безрадостной темной жизни. Шахты копали по всему Междуземью, и везде шахтерам жилось несладко. Они добывали руду для выплавки металлов и драгоценные камни, но сами жили беднее крестьян в деревнях. Большую часть времени они проводили в темноте под землей. Хотя в игре большинство шахт довольно светлые, по лору там должно быть темно. Особо важные места освещались жаровнями на дровах, но в глубинах были только маленькие свечки или светящиеся кристаллы, если это шахта волшебников. В шахтах всегда полно дров. Хотя в игре есть и более эффективные средства освещения и отопления, шахтеры использовали самые дешевые. Рядом порой валяются мешки, похожие на мешки с крупой, скорее всего основной рацион рабочих. Столовых у них нет, и кухонь тоже. Обед они варили на жаровнях и ели, сидя на земле. Зато в шахтах были храмы. Отдельное место для коллективной молитвы считалось более важным, чем еда. Кому могли молиться шахтеры? На поверхности главным был культ Трева Эрт и Марики Радагона, но в сохранившемся к началу игры подземном храме стоит статуя
девочки, мальчика. По ней трудно определить, но Микела подходит под оба варианта. К тому же под статуей стоит вазочка со свежими травами, символом вечно юного полубога. Довольно логично увидеть там именно его. Микела считался защитником всех угнетенных. Ему молились рабы, нелюди и все отвергнутые обществом. Для шахтеров, которые находились ниже социального дна, он был самым подходящим полубогом. И даже потеряв разум, рабочие не забывают приносить в храм свежую траву. В шахтах использовали взрывчатку для дробления породы. Взрывы нередко задевали самих шахтеров. Кое-где в тоннелях лежат лекарства от кровотечения, единственные доступные беднякам средства. В темных коридорах нередко селились насекомые, которые могли выгрызть человека до костей и превратить в самоходное гнездо. В игре такие встречаются в основном в катакомбах, но лор предполагает, что эти твари в целом любят тьму подземелий. Чтобы защититься от них, шахтеры использовали яд. Наверное, от паразитов он защищал весьма эффективно, ведь в шахтах в игре их не видно, но и людей он травит отлично, особенно в плохо проветриваемом подземелье. И правители понимали, что тяжкая жизнь может привести к бунтам, и посылали в шахты солдат для контроля. Но быстро выяснилось, что кирки рудокопов отлично проламывают солдатские доспехи. В игре кирка наносит больше урона, чем армейский клевец. Поэтому у шахтеров и солдат сложилось что-то вроде мирного договора. Рудокопы спокойно копают руду, а солдаты не лезут в их личную жизнь и защищают от чудовищ, вроде гигантских осьминогов. Но вернемся к волшебникам. В Междуземье они занимали нишу ученых. Маги не просто поклонялись звездам, не просто использовали их дары, а старались изучить и понять этот мир. Каждое заклинание – это чье-то изобретение. Какой-то волшебник днями и ночами сидел в своей башне и размышлял, как придать форму потоку энергии, стабилизировать его и направить. Другие изучали, как работает гравитация. Не просто так символ фиолетовой магии копирует магнитные поля планеты. Физика была хорошо знакома этому миру. Были волшебники, которые изучали жизнь и ее зарождение. Как и в реальном мире, чтобы понять научную теорию, нужно немало знаний. Но пользоваться результатами трудов ученых может почти любой. Изобретения волшебников Междуземья часто уходили в народ. Ремесленники в их землях делали лжезаклятия, магические бомбы, которые могли использовать даже те, кто магией не владел. Для изучения звезд создавали телескопы и обсерватории. Хотя в эпоху Древа Эрт предсказывать падение метеоритов стало не нужно, телескопы все еще стоят кое-где у дорог, позволяя осмотреть окрестности, а один из них достался герою игры. Для транспортировки грузов волшебники создали воздушные шары. Изучая камни, они фактически придумали роботов, причем дважды. Именно маги создали големов, бесов и церберов, которые охраняют катакомбы и корни Древа Эрт. И хотя они получились весьма своевольными, роль охранников выполняли отлично. По их подобию были сделаны неподвижные версии, магические замки, которые узнавали хозяев дома и открывали дверь только им. Или обладателю мастер-ключа. Надо же было как-то их открывать, если хозяин уехал куда-нибудь и помер. Бесы явно стоили дорого, но лорды и богачи охотно платили, чтобы их сокровищницы охранял самый неподкупный страж. Подобные бесы охраняли и башни магов, но вместо мастер-ключа у них был пароль. Загадка, которую нужно решить, разрушив магические печати. Обычно невидимых черепах, символов мудрости. На замороченных бесов порой запирали тюрьмы. А для особых преступников, которым сообщники могли помочь сбежать, строили особые узилища. Они работали на магии гравитации, не дававшей преступникам покинуть определенную зону. Иногда очень обширную. На вершинах великанов целый город Ордина был превращен в узилище, чтобы запереть спрятавшихся в нем бунтовщиков. Узилища часто окружены гусеницами-големами из шаров, единственный глаз которых светится фиолетовым, цветом магии гравитации. Такие же големы могут работать как мины. Сотрудничество с армией полубогов было очень выгодным для магов. На плато Альтус остатки големов свалены в кучу рядом со множеством экипажей, из чего можно вывести теорию, что в эпоху Древа Эрт тяжелые кареты господ и торговых караванов возили каменные гиганты. А троллей в них стали запрягать уже после раскола, когда маги Лиурнии заперлись в своей академии, а маги Селии сгнили и вымерли. В Селии были в ходу марионетки, деревянные манекены, которые подпитывал двигатель из блестящего камня. Они выполняли роль слуг в городе волшебников и продавались как солдаты в армии полубогов. Правда, первая же война показала, что бойцы из них неважные, сражаются плохо, а сломавшись, атакуют и своих, и чужих. Занятно, что у манекенов есть бороды. Наверное, маги хотели таким образом подчеркнуть, что марионетки такие же неотесанные, как деревенщина. Маги Рая Лукарии не привечали глупых марионеток, хотя и закупили несколько для охраны крыши Академии. Но в целом в Лиурнии были в ходу куклы из людей. Особой магией некоторые волшебники могли украсть личность человека и сделать его рабом. Во время войн попавшие в плен противники частенько становились безвольными куклами. В
В том числе и секс с куклами, хотя в среде волшебников это считалось странным извращением. К слову об извращениях, жители Лиурнии пошли еще дальше и буквально создали искусственных людей – альбиноров. Те не только выглядели как люди, но и обладали настоящим разумом, могли говорить, сражаться, колдовать и, как впоследствии выяснилось, создавать потомство. Хотя их второе поколение не унаследовало внешность и разумность родителей. Альбиноров презирали и маги, для которых это был лишь бездушный инструмент, и сторонники золотого порядка, которым подобные эксперименты с жизнью казались отвратительными. Альбиноры в ответ ненавидели и тех, и других. Но сопротивляться не могли, их слабые тела непригодны для битвы или мощной магии. Свободно вздохнуть они смогли лишь после раскола, когда маги заперлись в академии, оставив тонущую Лиурнию в пользование бывшим рабам. И именно тогда часть альбиноров переселились к древу Микелы, который обещал им новый благополучный мир. Пожалуй, самое удивительное изобретение волшебников – это телепорты. Однако, судя по всему, их создание было невероятно сложным. Среди волшебников ими пользовались только самые верхи, а за пределами Лиурнии портал могли себе позволить разве что полубоги. Как развлекались волшебники? Мне кажется, они были трудоголиками. Ученые в башнях, которые посвящают все свободное время экспериментам и поиску новых знаний. Однако, если у них и было общее увлечение, это явно книги. В каждой башне мага, в каждом их замке огромное количество книг. В Рае Лукарии построили отдельную огромную библиотеку. Впрочем, читать любители не только маги. Свои библиотеки есть у каждого лорда и во многих домах знати в столице. Мне всегда было интересно, что написано в этих книгах. Сценарист этого ролика провела много времени, рассматривая их или пытаясь заглянуть, что там читает моб-волшебник. Увы, большая часть текстов нещадно зашакалена. Даже великанские буквы в великанской книжке, которую читает Иджи, невозможно разобрать. А редкие разборчивые тексты написаны на непонятном фэнтезийном языке. Печально. Однако из них тоже можно вытянуть немного лора. Например, почти все книги напечатаны, а значит, в Междуземье существовали печатные станки. Рукописные заметки написаны ровным, аккуратным почерком, а это значит, что дети Междуземья проводили много времени на уроках чистописания. На основе доступных текстов один реддитор вычислил, что в мире Элдена было несколько разных языков. Самый распространенный – руническое письмо. Им пользовались в основном последователи Великой Воли, но к началу эпохи Золотого порядка этот язык стал общим. На нем написана подсказка, которую даст мудрец Гоури в ходе своего квеста, и письма торговцев. Еще один популярный способ письма – язык света, которым общались посланники Великой Воли. Он появляется вокруг персонажа во время молитв, и на нем же написано оружие, созданное двумя пальцами. Кстати, может возникнуть вопрос, как Эния расшифровывать, что говорят два пальца, и, возможно, ответ – язык света. Не исключено, что два пальца, а также святой золотая маска, чертят в воздухе сияющие буквы, а прочесть их могут только те, кто ярко видит сияние благодати. То есть Нимой. Главный герой игры – погасший. Видение благодати доступно ему только в форме неясного дымка над точками сохранения. Но в былые времена обладатели благословения Великой Воли могли видеть эти послания более четко. Был также отдельный язык и у волшебников, по крайней мере у некоторых из них, и до того, как они покорились Золотому порядку. На нем написаны печати бесов, охраняющих башни магов. У культуры, существовавшей до прихода Марики и ее армии, разумеется, был язык, похожий на клинопись. Он сохранился на огромных могильных камнях, символах эпохи до Древа Эрт. На нем же выполнена гравировка на щитах изгнанников, солдат армии Повелителя Бурь, которых Годфри выгнал из замка Грозовой Завесы, и которые вернулись туда после раскола. По лорным описаниям можно представить, что читали жители Междуземья. Наверняка большая часть книг – практичные нужные вещи. В Междуземье явно ведутся исторические записи, хроники событий, битв. Именно из них сэр Гидеон взял знания о полубогах, которыми он делится с героем после получения первой руны. Хотя те бумаги, которые лежат перед ним на столе, похожи больше на оглавление или список налоговых сборов, или список покупок у этих вот бабок. Существуют теологические труды. Верующие пытались по-своему понять золотой порядок и вычислить принципы его действия. Поэтому в какой-то момент в столице появились две секты и две противоположные теории – сторонники причинности и сторонники регрессии. Первые считали, что все в мире – это взаимосвязь причины и следствия. События влекут за собой последствия, а за ними следуют еще последствия и так до бесконечности. Вечно меняющийся мир. Вторые считали, что все в мире стремится к одному началу. Стремится быть похожим друг на друга, и рано или поздно мир застынет в единении и покое. В Междуземье вера подобна магии, а молитва Богу может буквально исцелить или сразить врагов. Потому в игре книги с доказательствами теории выступают как учебники для билдов веры.
Кстати, простолюдины тоже умели читать, и популярной литературы у них были справочники с полезными советами, а у поваров были книги рецептов. Их отрывки можно найти на кухнях замков и забрать себе. Еще один занятный факт. Хоть волшебники очень любили книги, сами они их не писали. Все секреты магии записаны на свитках. А еще занятно, что главный герой игры откажется читать их сам. Хотя читать он явно умеет. Справочники ремесленников и записки торговцев не вызывают у него трудностей, но молитвословы и свитки магов он отдаст на изучение монаху или волшебнику, чтобы потом получить краткий пересказ. Возможно, потому что они написаны на языке, который герой не понимает. Даже письма маги пишут на свитках, а не обычным конвертом, как делают люди из Золотого порядка. К слову о письмах. Самые талантливые из волшебников могли призвать собеседника в форме призрака или отправить говорящую куклу. Так делает принцесса Ренни в ходе ее квеста. Но простые жители могли общаться друг с другом на расстоянии только с помощью писем. В игре же главным почтальоном является главный герой, которому предстоит носить записочки от одной квестовой точки до другой. Однако в более процветающие времена люди пользовались почтовыми птицами. В ранних версиях Elden Ring разработчики собирались дать игроку возможность охотиться на этих птиц и отбирать письма. Их описание сохранилось в файлах игры. Это были подсказки, где искать сокровища, и часть вырезанного квеста бродячих торговцев, который в финальной версии игры превратился в квест Хьотты. В нынешней версии игры почтовые птицы сохранились только в клетках в рае Лукарии, где их огромное множество. В конце концов, это был главный научный центр Междуземья, которому необходимо держать связь со всем континентом. Жители Междуземья были весьма толерантны к иностранцам и другим расам. В эпоху Древа Эрт велась активная торговля с другими континентами. Люди могли свободно пересекать море на кораблях. Это занятие было доступно даже беглым преступникам и нищим бродягам. С востока приплывали азиаты из аналога Японии, страны тростника. Их родина была охвачена бестолковой войной мелких правителей. Те, кто не желал в ней участвовать, отправлялись к Золотому Древу в поисках лучшей жизни. Часто они ее находили, становясь достойными гражданами, заводя возлюбленных, жен или новых господ. В Междуземье они славились как умелые воины, а их катаны так впечатляли кузнецов удобством и мощью, что в Каэлиде начали производить подобное оружие, усиленное магией. Прочие привезенные диковинки, вроде железных шляп и доспехов из тростника, под Древом Эрт не прижились. Как и кастаньеты из Ранаха, еще одной иноземной страны. Столичные любители арфы и флейты посчитали их звук варварским. А вот танцовщицы – совсем другое дело. Страстные танцы и красота девушек очень впечатляли путешественников из Междуземья. Полубог Рикард после поездки в Ранах привез себе жену, которая много лет была мудрой правительницей вулканового поместья, пока не поехала головой вместе с мужем, когда кольцо Элдена разбилось. Выходцы из маленькой страны Эокайт тоже владели занятным магическим оружием. Однако в Междуземье их не уважали, ведь эти буйные воины приезжали грабить, воровать и убивать. Особенно бродячих торговцев, не способных нанять охрану или дать отпор. Обитатели Междуземья также активно путешествовали по морю и за море. На прибрежных локациях валяется множество разбитых лодочек и снастей. Вероятно, ими пользовались рыбаки. А чуть дальше в море сохранились обломки кораблей. Вероятно, торговые суда, севшие на мель, когда их экипаж потерял разум. Великая воля посылала в другие страны проповедников, которые нередко шпионили и убивали ради блага государства. Лэндейл отправлял послов, дальних родственников королевской семьи. Для знати это было сродни изгнанию, ведь за море отправляли тех, кого не жаль бросить, если вдруг посол по доброй средневековой традиции превратится в заложника. Общение с другими странами прервалось после раскола, и количество желающих путешествовать по Междуземью резко сократилось. Однако в эпоху Древа Эрт сторонники Золотого порядка встречали мирных иноземцев довольно тепло, не выказывая неприязни к их обычаям и расам. А вот кому толерантности не досталось, так это нелюдям. Вокруг Древа Эрт жило множество нечеловеческих рас, и почти все они имели трудности с Золотым порядком. Одна из них – полулюди. Большинство полулюдей, которых можно встретить в игре, похожи на дикарей. Они живут в пещерах, носят шкуры и общаются звериным рыком. Их рацион состоит из грибов и мяса, которые они добывают на охоте, выбирая медленную легкую добычу вроде огненных слизней. Но пол их пещер усыпан человеческими костями. Вероятно, и человечину они употребить не против, если подвернется возможность. Вся культура полулюдей основана на двух столпах – подражание людям и подчинение сильнейшему. И подражая человеческим государствам, полулюди заимели некое подобие собственных царств. Ими правили королевы, которые были сильнее всех своих подданных и немного владели магией. А подражая человеческим армиям и рыцарям, полулюди вооружились щитами и мечами, хотя с их изготовлением явно имеют трудности. Получеловеки за могилья украли свои фальшионы у людей, а их щиты – самое позорное и хлипкое орудие, которое только можно найти.
Так же, как человеческие лорды, королева полулюдей посвящала своих выдающихся подданных в рыцари, награждая их оружием. Правительница племени в Замогилье раздавала в знак почета шипастые дубины. Королева Маригга из Царства Теней, явно подражающая Марике, раздавала своим рыцарям мечи. Вероятно, ее племя было немного более цивилизованным. Многие люди презирали этих маленьких подражателей. Однако Золотой Порядок все же заключил с ними честный мирный договор. После него полулюди стали слугами в человеческих замках, а королевы получили в дар волшебные посохи. Один такой можно взять себе, одолев правительницу в бою. Тот самый простецкий посох в игре, который обладает низким требованием к интеллекту. Королевы чаще используют его как дубину, а не как катализатор для магии. Некоторые, получив небольшой урон, рассердятся на бесполезный подарок и вовсе выбросят посох, чтобы сразиться по-звериному. Большинство полулюдей не очень уважали своих новых хозяев и могли выполнять только самую простую работу. Таскали тяжести, охраняли телеги торговцев, когда те возили продукты из села в город, истребляли вредителей, вроде тех же огненных слизней, которые могли сжечь поля, или хищной грязи, которая собиралась на помойках. На склонах вулкана можно встретить несколько полулюдей, которые пасут овец. Наверняка и дрова в города тоже привозили полулюди. В Междуземье существовали магические приблуды для обогрева, вроде согревающего камня, но они были редкими, и большинство людей отапливали дома дровами. Что ж, подражательство было у полулюдей в крови, и некоторые зашли в этом очень далеко, надев человеческую одежду, освоив ремесла и влившись в цивилизованное общество. Один из таких – Бог, единственный получеловек, не враждебный герою игры. Его предки были искусными портными, и сам он тоже неплохо владеет иглой. После раскола услуги ремесленников оказались не в почете. Государства распались, слуги разбежались, превратились в бандитов, полулюди обезумели и начали охотиться на людей. Гораздо хуже жилось бастардам и знамениям. На Междуземье влияет множество внешних богов, однако у него есть и боги внутренние, для которых этот мир родной. Один из них – Гарнила. Теория, что Гарнила именно бог, спорная, ведь у него, в отличие от великой воли, не наблюдается, собственно, воли, желаний и стремления общаться, физических воплощений, послов. Однако именно энергия Гарнила создала всю жизнь в мире. Благодаря ей проросли огромные деревья, появились все живые и разумные существа. Кроме тех, которые упали на землю с неба. Когда-то в центре Междуземья поклонялись Гарнилу и считали его проявление благословением. Сторонники Золотого Порядка разрушили старый мир, заставили его забыть старых богов и заменили его культуру своей собственной. Невелика беда, на мой взгляд. Поклонники Гарнилы были теми еще утырками, но само Гарнила никуда не делось. Его энергия продолжала время от времени касаться некоторых людей, а его побежденные фанатики продолжали посылать проклятие роду Марики и всем ее подданным. Из-за этих двоих всюду на континенте периодически рождались бастарды и знамения, люди, искаженные мутациями. У первых в облике смешались человеческие и звериные черты. Бастарды могли рождаться с шерстью, перьями, чешуей, а некоторые могли летать на маленьких крылышках. Тела знамений усеяны рогами, растущими отовсюду в самых странных сочетаниях. Великая воля вроде бы была и не против. В глазах бастардов есть кусочек золота, благословение внешнего бога. Но вот люди Золотого Порядка считали это отвратительным явлением ереси. Бастардов изгоняли в особые крепости тюрьмы, где они трудились как рабы мелких лордов. Уродство знамений считалось болезнью, которую пытались вылечить, отрезая младенцам рога. Многие дети умирали после этой процедуры, а выжившие все равно оставались проклятыми. В эпоху мира у таких мутантов было два пути. Либо стать хранителем катакомб и провести всю жизнь под землей, либо стать заключенным в тюрьме и тоже всю жизнь провести под землей. Рождение мутанта было позором для семьи, потому некоторые столичные аристократы старались не афишировать их появление, а по-тихому выбросить младенца в канализацию. Некоторые выросли и до сих пор бродят там. Другим родным для этого мира богом был одноглазый бог огня. Ему поклонялись великаны на заснеженных вершинах, и, похоже, их общество было особо всратым даже по меркам дремучего средневековья. Великаны так задолбали своих соседей по горам, что когда Марика пришла бить огненного бога, живущие там тролли встали на ее сторону. Этим они заслужили почет и уважение в новом мире под властью древа Эрт. В благополучное время тролли становились кузнецами, воинами, рыцарями или бродячими бездельниками и нищими шахтерами. Кому как повезет. Кузнечное дело у них считалось сродни божественному акту творения, а потому они достигали в нем особого мастерства, создавая мечи и доспехи для армии полубогов.
Пример Иджи показывает, что тролли были весьма разумны, способны научиться читать и мыслить лучше многих людей. Увы, в эпоху раскола тролли сошли с ума одними из первых, скатившись на социальное дно. Солдаты пытались приспособить их как охрану для трактов или тягловую силу для экипажей, но управлять гигантами сложно, и большинство троллей просто бродили в пустошах, как бестолковые зомби. Как и почему получили разум зверолюди, виновата ли в этом энергия горнилы или великая воля – спорная штука среди лороведов. Да и само понятие спорное. Кого можно назвать зверолюдьми? Только мобов из Фару-Мазулы? Только разумных млекопитающих? Относится ли к ним священник-черепаха или разумные штормовые ястребы, у которых королем была птица? Так или иначе, в Междуземье много разумных животных разной степени антропоморфности. Некоторые были почти человеком по форме, но с шерстью и звериной головой. Некоторые имели только отдельные человеческие черты, вроде противопоставленного большого пальца на руках. Некоторые выглядели как животные, но обладали речью и разумом. Хотя люди Междуземья были склонны презирать нечеловеческие расы, к зверолюдям они относились с уважением. Вероятно, этому способствовали Лев Сирош, верный друг повелителя Готфри, и Маликет, ставший слугой королевы Марики. Зверолюди становились солдатами в армиях полубогов, если позволяли лапки, мудрецами и священниками в церквях, охотниками в лесах. Доспех рыцаря-ищейки явно сделан на звериную форму, а ведь рыцарский титул в эпоху Древа Эрт очень много значил. Средний зверолюдь мог добиться большего успеха и уважения, чем средний человек из деревни. Были еще кристаллийцы, путешественники со звезд, ноксы из подземных миров, зефирки-музыканты, драконы и парящие города, и еще множество других разумных существ. Впрочем, это уже совсем другая история. Когда Гертруда, сценарист этого видео, проходила Elden Ring в первый раз, она выбрала концовку Ренни, потому что она миленькая тя, на которой можно жениться. Почему же еще? Однако, изучив лор, она поняла, что Ренни скорее злодейка, которая устроила бессмысленный и беспощадный бунт и разрушила в целом неплохой мир. Не без недостатков, но процветающий и достойный того, чтобы попытаться вернуть его. Жаль, что Миядзаки, похоже, считает иначе, раз дал Ренни отдельную красивую кат-сцену, а концовкам за восстановление золотого порядка только унылые субтитры. Ну, а если бы спросили Либрариума, то он сказал: нахрен это Древо Эрт, нахрен всех этих внешних богов, этот мир пора сжечь, а потом туда нагнать туману, и получится Dark Souls, который поинтереснее, чем Elden Ring, но меня никто не спрашивает. Ладушки, просыпаемся. Ролик заканчивается, и у нас обещанная викторина. Всего 5 вопросов, 4 по тексту ролика, 5 только для самых хардкорных лороведов, вроде тебя. Своими ответами делитесь в комментариях. Ну, можете, конечно, еще к родителям подкрасться со спины, так резко ему в ухо: «Годрик!», чтобы тот аж подпрыгнул из штанов. Ну да ладно. Ну и как только выйдете из полноэкранного режима, не забудьте поставить видео лайк, подписаться на канал и включить уведомления. А то что, зря что ли тут старался, а? Так, я задаю вопрос, 3 варианта ответа, 5 секунд на размышление, а потом говорю, что было правильно. Что чаще всего добавляли в маринад? Ломтик мяса, рябину, бабочек. Какие ядовитые цветы использовали парфюмеры для изготовления лекарств? Цветы миранды, цветы из листьев эрт, могильные фиалки. Сколько языков было в Междуземье? 2, 8, 4. Куда люди Междуземья приходили умирать в эпоху Древа Эрт? К статуям Розуса, к корням Древа Эрт, в подземные города. И последний вопрос для самых хардкорных хардкорщиков, знатоков лора, которые изучили мир Elden Ring вдоль и поперек лучше всех, прям чтобы от зубов отскакивало, ночью вас пинком разбуди, вы такие: опачки, а я все знаю. Так вот, какой настоящий цвет волос был у принцессы Ренни? Белый, голубой или рыжий? Ну что ж, на этом все. С вами была редакция FunPay и я, Либрариум Ядритева. Спасибо вам за просмотр и до встречи в прошлых и будущих видео через вечность.